В этом выпуске я расскажу, почему я одета в кожаную куртку, хотя живу в тропической стране. Бывает ли здесь зима, снег, солнце, град. Все ли районы Боготы выглядят как трущобы, которые можно увидеть на картинках в интернете. Смотрите видео до конца, подписывайтесь на мой канал и давайте наблюдать за жизнью с другой стороны вместе. В этом видео расскажу вам о 5 особенностях Боготы, которых вы могли не знать. Кстати, да, Богота, а не Богота, потому что так звучит в оригинале испанского языка, так я привыкла говорить, и значит так и будет. Начну я, наверное, с факта номер 0. Каждый из моих друзей, наверное, должен был пошутить на тему кокаина перед тем, как я переезжала сюда жить. Конечно, это сложная тема для всех колумбийцев, действительно очень темный период в истории этой страны. За последние 20 лет был очень большой прогресс по многим параметрам, и я бы хотела в этом видео сфокусироваться на основных особенностях, а эту тему, возможно, я раскрою в другом видео, если вы мне оставите комментарии и попросите об этом. Так, факт номер 1. Богота находится на уровне 2640 метров над уровнем моря, что делает этот город одним из самых высокогорных. За мной вы можете видеть горы, и в принципе практически в любой точке города они видны, потому что город находится у подножья вершин местной кордильеры. Когда мы ходили на хайкинг в местные городские части гор, мы доходили до отметки 3300 метров над уровнем моря, что достаточно высоко. Из этого всего всплывает факт номер 2. Здесь не жарко. Мы находимся в горах, и здесь всегда практически достаточно прохладный воздух, прохладный ветер. Даже когда выходит солнце, день нагревается, все равно ветер остается прохладным. Постоянно меняется погода в течение дня. Прогноз погоды здесь не действительный. Никто на самом деле не может предугадать, какая туча, когда выйдет из-за гор, в какой части города, через сколько часов и как быстро она придет. То есть здесь никто не смотрит прогноз погоды. В среднем по году температура теплых дней примерно 14 градусов, прохладных дней 13 градусов. То есть в среднем остается вот такой уровень, но дни или в часы, когда есть много активного солнца, или в месяца, когда меньше дождя, более сухой сезон, хотя на Боготу тоже это сезон дождей, сезон сухой, не сильно распространяется. Здесь практически постоянно идут дожди. Но когда есть солнце, то температура может примерно нагреться даже до 24 градусов, но воздух все равно останется немножко прохладный. И если ты заходишь в тень, все равно будет чувствоваться прохладней. На солнце очень активное, так как мы находимся практически на экваторе, в горах, солнце очень активное, обязательно нужно пользоваться солнцезащитным кремом с любой кожи, но моя кожа очень быстро сгорает здесь и страдает от этого, то есть очень-очень активное яркое солнце, но через несколько часов может начаться дождь, никто не знает, как долго, как он продлится. Практически всегда с собой должны быть запасной свитер, зонтик, солнцезащитный крем, солнцезащитные очки, и все это вместе, дополнительно шарф, возможно, потому что если ты уходишь на целый день и утром было солнце, абсолютно это не означает, что через 4 часа у тебя будет такая же погода, и ты можешь на что-то рассчитывать. Ночью здесь опускается примерно до 9 градусов, редко бывает до 3. Есть данные о том, что здесь бывают заморозки, спускается даже до 0 градусов, но я такого на себе не испытывала за 2 года здесь. Возможно, просто в эту ночь я не выходила из дома. Дома, кстати, тоже бывает прохладно, то есть если квартира находится на восточной, западной стороне, немножко нагревается, особенно на восточной, утром больше солнца, чем вечером, она нагревается, и тепло и хорошо, и даже бывает жарковато. Но к вечеру все падает, и температура даже внутри квартиры тоже опускается и становится немножко прохладно. Из-за того, что в квартирах прохладно, но центрального отопления здесь нет, в принципе, все, кто родился здесь, они более-менее привыкают к этому климату, не мерзнут, но часто в квартирах, даже современных, тем более, есть камин, от чего можно немножко обогреться. И очень забавно видеть на улицах, кто-то может идти, как наш демисезон. Кто-то идет в футболке, а кто-то идет, не знаю, в пуховике, прям таком, который мы носим зимой, например. И да, пока я снимала это видео, перешла на другую часть парка, в котором я это все снимаю.
Вышло солнце, пошел дождь, и сейчас это все происходит одновременно. Надеюсь, камеру не зальет. Отлично. Богота – один из самых крупных городов Латинской Америки. По разным подсчетам здесь проживает 8-9 миллионов человек. Некоторые другие данные дают аж 11 миллионов. На самом деле точную цифру, наверное, никто не знает, потому что очень много людей приезжают, уезжают, не регистрируются, возможно. Также есть большая часть людей из Венесуэлы, которые приехали в Боготу в поисках лучшей жизни. Также Богота является самым крупным городом Латинской Америки по занимаемой им площади. Даже больше, чем Сан-Паулу. Почему так? Потому что площадь города считается не только основная часть, в которой живет основная масса населения, а также муниципалитет Боготы, который простирается на огромное расстояние вокруг центральной части города. Огромный город, но он не весь жилой, не во всех частях он развит, как действительно город. Часть Боготы является сельской местностью, что ли. Факт номер 4. Страта. Эстратос на испанском. Богота поделена на 6 так называемых страт. Это, по сути, социально-экономическое деление, по которому можно классифицировать дома или недвижимость в Боготе. Первый и второй страт, по-нашему можно говорить район, это самый низкий класс. В основном это называемые трущобы, которые частично носят полузаконный характер. Где-то я читала, что при заселении вот таких, неофициальном заселении, в конечном итоге город все равно немножко развивается, потому что в эти районы, в эти зоны потом строят инфраструктуру, дороги, транспорт и так далее. Но тем не менее, основная особенность этих районов и жизни там, это то, что люди не платят налоги и коммунальные услуги. За это платят люди из богатых районов 5 и 6. 3 и 4 районы, это так называемый средний класс, они платят стандартные налоги, стандартную плату за коммунальные услуги, это большая часть города все-таки. И 5 и 6 районы, это богатые районы, хотя тоже даже тот же 6 район очень может отличаться, есть как-то супер богатый 6 район, отдельный, даже немножко огражден, или похож на средний класс, так скажем, в нашем понимании. Находимся здесь на данный момент в 6 эстрата. Помимо основной платы за коммунальные услуги, в этом районе люди платят так называемый налог на богатство. Чем выше эстрата, тем выше этот налог, оплачивая таким образом ту недостачу, которую не оплачивают 1 и 2 районы. Вот такая интересная особенность. С одной стороны, по моему мнению, идея хорошая. Действительно, почему бы не помочь людям в нужде и которые мало зарабатывают, в плане освободить их от налогов, и у тебя больше денег, ты платишь больше. Но в какой-то мере есть обратная сторона этого вопроса, такая условно созданная негласная система каст, да, хотя мы вроде как не в Индии, здесь такого нет, но вот это экономическое разделение действительно создало сегрегацию, и есть очень много, я здесь встречала людей, которые вообще не знают, как живут люди в другом районе, в этих бедных частях, а люди из бедных частей думают, что богачи там просто живут и не хотят им помогать и так далее и тому подобное. То есть у всех свои проблемы, отгораживаются люди друг от друга и живут в своих таких районах. С детства в основном стараются, если человек живет в 6 эстрата, стараются ребенка отдать тоже в школу, в которую ходят люди из 6 эстрата, и так они в школе вырастают, ходят вместе в хорошие универы. Образование — это отдельный ролик можно создать, и вместе дружат потом, потому что у них общие ценности, общие какие-то понимания жизни и так далее. Ну и в завершении этого видео 5-я особенность Боготы — это то, что улицы здесь не имеют названий, они все просто пронумерованы. С восточной части город ограничен горами, город в ту сторону развиваться не может, в основном идет развитие на запад, на юг и на север. Есть длинные улицы, идущие с севера на юг, они называются Каррера, то есть большие улицы, и они нумеруются, начиная от востока с гор и уходя на запад. И также есть Каджи, это просто улицы, я не нашла правильного особого перевода, это другие улицы, и они идут с центральной точки 0, которая находится в центре города, и идут плюс на север, и в какой-то мере минус на юг, означает там бис, что достаточно удобно. На самом деле, сперва, когда я переехала, было очень странно и непривычно.
вот, понять всю эту нумерацию, понять, как все происходит, но со временем ты действительно начинаешь понимать, и уже намного легче сориентироваться в городе, когда ты знаешь, тебе нужно на 150-ю, а ты находишься на 75-й улице, то есть ты знаешь чуть-чуть ближе к центру, но еще, ну, в принципе, уже на север, но 150-й это еще намного более на север. Очень легко ориентироваться, очень легко понимать, в какую сторону, куда ехать, и номер дома, это будет 3 цифра в названии нумерации адреса, что очень тоже удобно. При этом в каждом доме все равно есть название дома. Они здесь очень любят при проектировании давать домам какие-то особые названия, или манзана, что означает яблоко, или атриум, если там дом вокруг атриума внутреннего построен, или просто какие-то, не знаю, альпийские луга или альпийские горы, даже такое бывает. На этом я завершаю это видео. Благодарю, что досмотрели до конца. Не забывайте подписываться, и буду очень благодарна вашим комментариям, вопросам, что бы еще хотелось увидеть, узнать о Боготе, о Колумбии. Возможно, у вас еще какие-то идеи для моих следующих видео. Очень буду благодарна. Оставляйте комментарии внизу. До следующих встреч!